Несколько изменил конфигурацию. Подсветку надо выключить, потому что она глючит. Настолько сильное здесь семя. Сантиметров до 2,5 растягивается. Опять. Снимаю, пока работает. Ток достиг 5,2 ампера. Очень красиво. После долгих часов работы оно подает признаки жизни. Но это единственные признаки. Вот я пытаюсь. Это 30 вольт. И она дает маленькую искру. Не дело. Оказалось, что если конденсатор, в данном случае второй конденсатор КСО, вынести дальше от всего факельника, он подсоединяется напрямую к контактам транзистора, то уже при 15 вольтах достигается неплохой ток. Ладно, выкручиваем напряжение на максимум. 31,5 вольт. 620 миллиампер. Лампочка засвечивается уже далеко от катушки. Вот, это хорошо. Посмотрим на искру. Ну, лучше. Все равно что-то не то. Только что я заметил интересную особенность. Включаю катушку. Вон, индикатор на светодиод засветился. Это намекает на то, что образовалось переменное магнитное поле. Вносим в большую катушку ферритовый стержень. Он забирает всю мощность на себя, поэтому светодиод стал светиться тусклее. Со стержнем имеем 660 миллиампер ток. Если вытащу стержень, получается 610 миллиампер ток примерно. Это означает, что на стержень тратится 1,5 ватта мощности. Только что я достал стержень, он был температурой свыше 40 градусов по Цельсию, при том, что когда я его положил туда, он был практически комнатной температуры. К сожалению, это пока не работает, я не знаю почему. Я могу просто играться со светодиодом, люминесцентными лампами, и еще всякими неоновыми лампами. Что интересно, неоновая лампочка светится таким розовато-оранжевым цветом. Обычно они светятся оранжевым, но здесь полагаю, что из-за высокой напряженности магнитного поля и электрического поля тоже электроны неона переходят в более возбужденное состояние, что производит розовый цвет, а не оранжевый, как при низком напряжении. Почти получилось. Единственная проблема на данный момент — конденсаторы КВИ, высоковольтные керамические, импульсные, у меня соединены вот так вот параллельно. Между ними иногда проскакивает искра при высоком напряжении, при напряжении больше 20 вольт. Вот это пока проблема. Ну вот сейчас выдает больше 3 ампер, дуга мощная, лампочка светится вот до 30 сантиметров до катушки, не, даже до 40. Вверх примерно так же, а вот вниз гаснет быстрее. О, красиво. Что пока что имею? Была плохая идея ставить катушку на банку с металлической крышкой.
5 ампер. Почти. Я никогда не был так близок. Дуга тянется на сантиметра 3. Пушистая, желтая. В общем, я сделал такую катушку, вот такой терминал. Это пока что не работает должным образом, даже не получается коронного разряда, но когда я зажигаю разряд вот тут, у меня сходит с ума подсветка, переключает цвета. И только что во время этого действия я пальцем дотронулся до металлической части корпуса паяльника. Получил ожог. Каким образом, я не понял. Я сначала подумал, что я до жала паяльника дотронулся. Я трогаю жало, но он такое горячее, но я бы не получил за доли секунды ожог. Вот сейчас факельник выключен. На корпусе никакого напряжения. Я включаю факельник. Причем, когда я касаюсь лампочкой, мне жжет пальцы. На корпусе находится напряжение. О! Прикол. Как вам такое? Где факельник, а где лампа? О! Нормально. Возле паяльника. И касаться его нельзя. Ух ты! О, вот это светодискотека. Мне нравится. Ой, блин, у меня дымит. Лампочка загорается. О, она еще горит. У меня получилось. Я решил подключить звук от компьютера. Компьютер System Block находится примерно в паре метров от устройства. Но у меня проблема с монитором. Вот. Сейчас включу. Что это? И постоянно звук. Сейчас. Он то включается, то выключается. Нажимаю на звук. Ой, все. А курсор-то не двигается. Ток 2,85 ампер. 31,5 вольт. Пламя неплохое. И музыку хорошо играет, но у меня сгорело в середине. Думаю, в любом случае можно достичь большей мощности. Но я пока не буду этого делать. Больше мощности, больше нагрева, больше нестабильности. Немножко боязно. Разрешаю воздух внутри шприца. И... получается. Внутри шприца фиолетовый ионизированный газ. Это ионизированный воздух. Можно чуть громче. Нельзя.
Я заметил, что в прошлый раз я поставил слишком малое количество конденсаторов, 7 штук, и емкость вместо того, чтобы получиться 4,7 нанофарад, получилось 3,5 нанофарада. Теперь получается примерно 4,5 нанофарада, то есть почти то, что надо. Включаю на максимальное напряжение. 3,7 ампер. Но пока есть такая возможность, я хочу снять, что получится. В прошлый раз разряд получался 2,5 сантиметра. В этот раз может получиться больше. Надеюсь. Ой, ё-моё. Подсветки плохо. Примерно так же. В оригинале у автора этой схемы он ставил другой конденсатор, более дорогой, керамический. И у него потребление входного тока было 6 ампер. При этом дуга вытягивалась на 5 сантиметров в длину. А если он наматывал катушку на стекле, которая, по его словам, излучала ионы в воздух, то дуга доходила до 10 сантиметров и действительно была похожа на такой столбообразный, что ли, огонь. В общем, дуга не получается больше, чем получается, а получается она 3 сантиметра. Длину, высоту. Кстати, тень исходит примерно как от огня. Ну, походу надо брать керамический конденсатор ставить, но он стоит очень дорого. 2,5 сантиметра видимая часть. Но если вот я сделаю отверткой, будет, наверное, сантиметра 3. Есть небольшой булт, который поступает от усилителя. Я по питанию поставил конденсатор на 1000 микрофарад, но этого все равно мало. Поставил кольцо ферритное, но этого тоже мало. Я собрал красивый корпус и, о чудо, оно работает в корпусе, в красивом корпусе, таком в бело-черненьком. Я тут столько клея израсходовал на него. Вот такой дискотеки у меня еще точно не было. И все это из-за излучения. Да. На данный момент я подключил усилитель поменьше, попроще. Вот такой маленький. И к нему питание от USB. И это заработало. Я нашел выход в том, чтобы снимать видео при помощи видеорекордера на телефоне. Но из-за этого пострадало качество видео. Так что, извиняюсь, видео будет в таком квадратном формате.
Качество аудио было не самым хорошим, потому что телефон одновременно подает аудиосигнал, одновременно снимает. Это петля провода, происходят помехи. Но вот когда телефон у меня лежал там на столе, качество аудио было замечательное. Оно было сравнимо с динамиком. Факел даже не шипел. Было довольно качественное аудио. В любом случае, я счастлив, что оно работает. Как громко. Транзистор теплый, но держать руку на радиаторе кое-как можно. А катушки поплохело. Так вот. И с терминалом
проблемы постоянно. Я его припаиваю, и он отрывается от катушки. Так. Подожди. Ва! Работает все. Да, но только не так далеко. Он гаснет быстрее, потому что это нагрузка. Ну, по факту. Ура! Если я задую. Подожди. А! Бля! Ты что сделал? У меня не было кварцевого стекла. Теперь у меня вообще нет стекла. Так, подожди. Ну как ты там ходишь? Если мой телефон сдохнет, то ему... Так. Так, он не перегревается. Капец. Я немного откалибровал напряжение смещения. И вот к чему это привело. Да ё-моё, опять не работает. О, сработало. Ну, заново попробуем. О, теперь работает. Нормально.